Доброго всем дня, мои уважаемые! Добрались мы до одного маленького городка Латвии с очень большой историей. А называется этот городок Рауна. Начнем нашу прогулку от церкви, которая считается одной из самых старых церквей в Латвии. Строительство католического храма велось одновременно с возведением замка рижского архиепископа, куда мы сейчас и направляемся. Ну а сегодня это действующая лютеранская церковь, и к ней мы еще вернемся в нашем рассказе. На центральной площади сохранились дома начала 20 века, и за ними начинается деревянная лестница, ведущая на вершину замкового холма. Поднявшись на холм, оказываемся перед мощной крепостной стеной замка Рауна. Роннебург. Именно так именовалась нынешняя Рауна в стародавние времена, когда город играл не последнюю ключевую роль в истории Ливонии. По приказу первого рижского архиепископа строительство замка было начато в 1262 году. И впоследствии крепость стала одной из главных резиденций архиепископа. Настала пора подняться в небо и посмотреть на все с другого ракурса. Рижское архиепископство фактически было средневековым княжеством, возникших на завоеванных германскими крестоносцами землях ливов, латгалов и других племен. Вокруг замка постепенно образовалось крупное поселение, получившее права города в 1590 году. Для средневековой Ливонии Роннебург был достаточно крупным городом. Не зря и в Риге, и в Цессисе были Роннебургские ворота. Вернемся к рассказу о церкви. Церковь перенесла все войны, хотя ее и неоднократно сильно разрушали и перестраивали. Храм знаменит своими старыми барельефами. Над главным входом в церковь распятый Христос XIII-XIV века и уникальный, созданный в XVI веке известняковый рельеф Адам и Ева. Основным соперником архиепископа за влияние на этих территориях был Ливонский орден, поэтому между ними шла ожесточенная борьба, результатом которой стала война. В 1536 году войска Ливонского ордена окружили Раунский замок и захватили его, а вскоре Рижское архиепископство как государство перестало существовать. На протяжении веков крепость переходила из рук в руки неоднократно. Дважды замок захватывали рыцари Ливонского ордена, побывали в Рауне и русские войска, трижды крепость брали поляки и трижды шведы. В 1658 году шведы захватили и сильно разрушили Раунский замок. И замок использовался в качестве жилища для знатного шведского рода. Сейчас мы видим только руины, где на тот момент и было благоустроенное помещение. К Северной войне укрепления не успели отремонтировать, и после сражений между русскими и шведскими войсками Роннебург перестал существовать как город. По итогам Великой Северной войны земли Ливонии в 1721 году вошли в состав Российской империи. Расположение Роннебурга больше не имело важного стратегического значения, и с тех пор крепость лежала в руинах и больше не восстанавливается. И только в начале 20 века образовалось небольшое местечко Пилсрауна, где проживало немногим более 200 человек. Легенда. Легенда у этого замка тоже своя имеется. Про сундук с деньгами и кота ждущего, который сундук стережет, потому сундук все еще, возможно, лежит на своем месте. А подробности легенды в описании под видео. Вот и закончили мы осмотр замка Рауна. Когда-то здесь шумел средневековый город Роннебург. Шла торговля, кипела жизнь. Теперь это маленький уютный городок, но заглянуть сюда обязательно стоит.
А мы отправимся дальше, открывать для себя другие интересные уголки нашего края. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.